Здравствуйте, друзья! У нас прогноз для знака зодиака Близнецы на февраль. Давайте посмотрим, что вас ждет. У нас будет прогноз на Таро, затем будут советы от оракулов и маятник. И в конце расклада будет расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Что ждет Близнецов в феврале? Что у вас будет происходить дома, в семье? Сфера эмоций, чувств, отношений. Профессиональная сфера, работа, карьера, бизнес. Финансы. И еще сфера у нас развлечений, поездки, отдых, хобби, образование для кого актуально. Так, сейчас. Советы или предупреждения от Таро. Ну, в сфере семьи, дома у вас ложится девятка пентаклей. Несмотря на то, что другие карты сложные, и с работой здесь башня, и с деньгами повешенной, здесь может быть получение наследства или решение вопросов с недвижимостью. У кого-то, может быть, решается вопрос со свадьбой, например. Может быть, вы жили, а сейчас решаете пожениться. Но вообще девятка пентаклей всегда сулит какие-то приятные новости, известия, финансовый достаток, вот решение вопросов, которые я назвала, или какие-то счастливые события в вашем доме, в вашей семье. В сфере чувств, эмоций, отношений у вас ложится маг. Здесь карта показывает очень активного мужчину. Ну, может быть, он исполняет какое-то ваше заветное желание. Если вы в поиске, у вас есть кто-то на примете, карты вам советуют действовать. Сейчас вы будете обладать магнетизмом, притяжением, и вы сможете покорить любого человека, к которому вы имеете интерес. Но еще маг — это может быть какой-то специалист. То есть здесь еще карта советует вам проявить инициативу. Ну, а для женщин, может быть, довериться своему мужчине, который решит какие-то, может быть, проблемы или вопросы. Ну, давайте мы уточним. Мага. Рыцарь мечей. Ну, вообще ваша карта. Здесь может быть какая-то неожиданная поездка или известие. Маг и рыцарь мечей говорят, вам нужно сейчас, в феврале, проявить инициативу, тем более, если есть у вас какой-то интерес. Но вам на это нужно будет решиться. Да, у кого-то еще может быть в сфере отношений, например, вот на работе башня. Может быть, вам захочется, например, вы на кого-то работаете или у вас бизнес-партнерство, вам захочется проявить себя, то есть заняться чем-то своим. Есть у вас очень много планов, задумок, и здесь или будет по рыцарю мечей разрыв бизнес-партнерства, или вы здесь уйдете с работы, но начнете что-то свое. Скорее всего, это у вас уже давно продуманное решение. Ну, например, вы работаете и в деньгах повешены, ну, или нет совсем дохода, или здесь вы чем-то жертвуете. Потому что, скорее всего, вы ограничиваете себя в других сферах своей жизни. Потому что ни поездок, ни образования, ни какого-то хобби. То есть все сжалось, потому что, скорее всего, ну, нет достатка. Или, может быть, еще вот эти карты говорят, что вы, ну, например, на себя работаете, может быть, взяли какие-то кредиты и сейчас попали в сложное положение. То есть по тузу мечей для того, чтобы разрешить какую-то ситуацию, ну, тут или надо разрывать отношения, или откуда-то уходить, или, может быть, составить с кем-то разговор. Ну, вот по рыцарю мечей, конечно, это больше даже конфликт. Это может касаться и ваших любовных отношений. Здесь у нас девятка легла. Может быть, знаете, получите наследство, а какие-то еще родственники будут этим недовольны.
Так, что у нас девятками? Давайте мы сейчас одну карту уточним. Да нет, вы здесь получаете какие-то деньги или недвижимость, решаете вопросы, или, может быть, наследство, и уже строите планы. Скорее всего, вот эта сфера чувств относится к работе, к бизнесу, или все-таки нужно завоевать кого-то, но для этого вам нужно будет просто решиться. Ну, давайте тогда уточним башню, работа, да. Ну, скорее всего, здесь или уход с работы, смена работы. Может быть, по башне фирма закроется или предприятие обанкротится. Или вы закроете свой собственный бизнес. Здесь, скорее всего, смена работы, но по королеве Пентаклей это к лучшему. Может быть, вам предложат какое-то хорошее место. Ну, королева Пентаклей у нас это может быть сфера банковская, недвижимость, финансы, может быть, там бухгалтер, инвестиции. Да, скорее всего, здесь смена работы. Ну, вы знаете, вот вы еще вот для тех, кто, может быть, переезжает, это же не обязательно вы переезжаете там, где вы живете. Может быть, это вообще другой город, а может быть, другая страна. Тогда башня говорит, конечно, вы будете менять работу. Но в любом случае это к лучшему. Потому что королева Пентаклей – это очень стабильное материальное положение, хорошие заработки, хорошая работа. Повешенные в деньгах. Но я здесь уже говорила, может быть, какие-то кредитные обязательства. Или вы попали в сложное положение с финансами. Может быть, дали кому-то в долг, и человек тянет, не отдает. Или сами у кого-то взяли, не знаете, чем отдавать. Совет. Смерть. Да, ну по смерти есть финансовые риски, будьте осторожней. Вот если у вас, вы, например, получили наследство, у вас кто-то попросит взаймы. Вот карта вас предупреждает, могут не отдать. То есть про эти деньги можете забыть. Если вы куда-то захотите сейчас вложиться, то тоже здесь есть риски. Ну, у кого-то, может быть, просто меняется денежный канал. Да, вот из повешенного в смерть через трансформацию, новая работа, новое место жительства. Так, сейчас еще одну карту. Да, дорога победителя. Ну, здесь вы или меняете работу, или уезжаете. Да, ну, вот как я озвучила. Естественно, и денежный канал у вас один закрывается, другой открывается. Но если просят долг, ну, 100 раз подумайте. Ну вот остальные все удовольствия, как я сказала, здесь есть ограничения. Если, например, вы сейчас меняете место жительства или работу, то вам сейчас будет не до этого. Это вот, знаете, ставить перед собой какие-то карьерные планы, амбиции и лишать других радостей жизни себя, ну, потому что у вас сейчас другая цель. Ну или с финансами сложно, поэтому пока не до поездок, не до развлечений. Нужно как бы по восьмерке подтянуть пояса. Совет предупреждения, паж кубков. Ну вот, подтянуть пояса, лишать себя удовольствия жизни. Все-таки карта говорит, ну каким-то хотя бы маленьким прихотям себя радуйте. Ну, сделайте себе какой-нибудь приятный подарок, тем более, скорее всего, деньги-то вам будут позволять. Сходите куда-то, куда-то встретитесь, с кем-то встретитесь, пообщайтесь. Вот не изолируйте себя. А для тех, кто влюблен, карта говорит, давайте действуйте. Человек ответит вам, скорее всего, взаимностью. Еще, может быть, вот по этой карте уделите внимание детям. И так как пажи у нас это шансы, карта говорит, воспользуйтесь каким-то шансом, который вам будет предоставляться. Вот может быть предложение о новой работе. Это будет к лучшему. Хорошо. Давайте получим для вас советы. Совет от королевы Луны, Близнецы, февраль. Экшен. Экшен – это действие. Карта говорит, что вот для вас пришло время действовать. Выйдите из ступора, отпустите бремя и двигайтесь вперед шаг за шагом. Да. Еще у нас один оракул – это магические врата, Близнецы, февраль. Давайте получим для вас совет.
на своем. Я человек порядочный, мужественный и сильный. Давайте я вам зачитаю быстренько. Вам нужно постоять за себя и не сдаваться. Постоять за тех, кто не может самого себя защитить. Верьте в себя и твердо отстаивайте правое дело. Вы – сила добра. Ну и давайте мы с вами посмотрим, что нам ответит маятник. Так, маятник, ответьте, пожалуйста, близнецам на их запрос «да» или «нет» на февраль. А вы знаете, он долго сомневался, колебался, потом ответил «да, может быть». Ну, людей много смотрят, может быть, кому-то и да, кому-то... То есть он как бы сказал, что он не знает. Вот как интересно. Ну хорошо, и давайте с вами посмотрим расклад на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в феврале? Это сообщение из хроник Акаши для вас. Близнецы, февраль. С какой энергией вы входите в февраль из января? Что у вас будет происходить в феврале? Первая декада. Вторая декада. У всех эта карта ложится перевернутая. Третья декада. И энергии, с которой вы выходите из февраля в март. Да, ну с какой энергией вы входите в февраль из января? Здесь у вас ложится шестерка роз. Карта называется The War of the Rose. Это война роз. Но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит две линии конных рыцарей через поле битвы. На небе уже сгущаются тучи. То есть карта здесь показывает войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Но, как правило, эти отношения носят романтический характер. Но они также могут относиться к бизнес-партнеру, к коллеге, к начальнику или члену вашей семьи. То есть здесь присутствуют игры силы и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. То есть карта говорит, что в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Но это не что иное, как карма. Но когда карта переворачивается, она сообщает, что вот этот конфликт или война разрушили какие-то ваши отношения. Сейчас вы можете чувствовать большую потерю, может быть даже горе, но вам важно увидеть вот эту ситуацию такой, какая она есть на самом деле. И хотя ваши эмоции не давали вам покоя, скорее всего, вы были привязаны к миражу. Это не очаровательный принц или принцесса, это, скорее всего, человек жестокий. Может быть, вы прилагали какие-то усилия, чтобы закончить этот конфликт мирно, но, скорее всего, у вас не получилось. И теперь карта говорит, наконец-то вы свободны от борьбы. Да, может быть, она оставила вас израненным или израненной. Но вот сейчас вам нужно очистить вот это поле битвы, потому что вас ждет новая жизнь. Да, еще будет вас штормить в начале февраля, в первой декаде, потому что у вас карта Ива перевернулась. В прямом положении мы видим, что стоит величественное дерево. Оно очень сильное, гибкое. У нее очень глубокие, крепкие корни. И под влиянием каких-то ураганов или конфликтов она обязательно выстоит, потому что у нее есть свойство гнуться, но не ломаться. Но когда карта ложится перевернутая, она говорит, что какие-то ветры, то ли перемен, то ли конфликтов, сейчас будут вокруг вас дуть.
И вам советуют: не боритесь, иначе вы можете быть вырваны с корнем. А вместо этого оставайтесь гибкими и подчиняйтесь требованиям времени. Да, вам может показаться вот этот период вот как полный переворот, но вы, как вот эта ива, сильны и способны гнуться, но не ломаться. То есть приспосабливайтесь к обстоятельствам, которые сейчас будут кружить вокруг вас. Этот вот период неуверенности, сомнений, нерешительности, он пройдет. Вам просто нужно выстоять. Вторая декада февраля. У вас здесь ложится 16-й старший аркан, Кочин де Рунс, пойманный в руинах. Ну, практически у всех ложится перевернутый. То есть, я так понимаю, уже в феврале будут какие-то послабления. В прямом положении мы видим, что сидят мужчина и женщина в каком-то старом разрушенном остроге. Да, дверь у них закрыта на замок. Они сидят за решеткой, но крыши у них нет. Карта показывает какую-то мрачную, темную ситуацию. И вам казалось, что вы пойманы в ловушку. Это могли быть пустые пагубные отношения, несчастная бесполезная работа, или, может быть, ваши негативные мысли и убеждения. То есть все это держало какое-то время вас пленником. Но вы могли принести это из прошлых жизней. Но то, что происходит сейчас в мире, может быть, эта карта относится вот к этой изоляции. Но так как она уже перевернулась, она говорит, что вот сейчас вы можете себя обнаружить, что наконец-то вы вырвались на свободу. То есть вот эта мрачная, ограничивающая вас ситуация наконец-то заканчивается. Для вас сейчас наступает время двигаться вперед. И будьте уверены в том, что у вас все получится. Но мы знаем, что прошлое имеет свойство нас затягивать обратно. И если вы почувствуете, что начинаете опять возвращаться назад, постарайтесь от этого удержаться. Сейчас для вас наступает время двигаться только вперед, не оборачиваясь. Ну а третья декада февраля у нас ложится король роз. В этой колоде это король любви. Это человек уравновешенный и устойчивый. Карта говорит, что какой-то потенциальный союз сейчас у вас рядом. Это может быть дружба, бизнес-партнерство, ну а также любовные отношения. Будь то это новые отношения или, может быть, расцвет старых, этот человек всегда приносит нежную, заботливую поддержку. Он также может быть полезен вам в личной жизни, особенно это что касается, например, семейных или домашних проблем. Ну, будь то король роз вы или важный для вас мужчина, карта говорит, что роль мужа или отца сейчас для него наступает. Для создания, например, счастливого дома или семьи. Вообще это время возрастающей любви, понимания самого себя, своей ценности как личности. И энергии, с которой вы выходите из февраля в март, вы обратите внимание, да, вы проходите какие-то битвы, вы пытаетесь устоять, потом вы понимаете, что вы обретаете свободу, и в вашу жизнь приходит любовь, поддержка, может быть, по работе какие-то новые перспективы. И вот энергия, с которой вы выходите в март, у вас ложится семерка силы, карта называется баланс. Баланс – это баланс, то есть вы обретаете баланс. Через тело, через характер, через общение весь ваш организм сейчас достигает баланса. То есть для вас наступает время гармонии, равновесия и справедливости. И вам сейчас советуют: остановитесь и рассмотрите те части вашей жизни, которые вы можете привести к большей равновесию. В это время даже Вселенная будет вам помогать. Может быть, вы должны будете столкнуться с какими-то правовыми вопросами, потому что мы здесь видим, стоит письменный стол, лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Может быть, вам придется иметь дело с какими-то документами или возникнет необходимость в судебном иске в отношении собственности, наследства, трудовых договоров, опеки или развода.
Карта говорит: будьте терпеливы и обращайте внимание на детали, так как вот именно детали для вас будут очень важны. Но так как карта у вас прямая, она обещает вам хорошее, справедливое течение дел, то есть все проблемы будут выявлены, и вы получите выгодное для вас решение. Но так как справедливость является балансом в обществе, хроники Акаши показывают, что справедливость не ограничивается только судебными и договорными вопросами. Справедливость и взаимодействие, они энергичны, поэтому вот та энергия, которую вы сейчас выпускаете, вернется к вам в будущем. Поэтому здесь будьте внимательны. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.